Всем привет! У нас утро. Посмотрите. Мы уже встали давным-давно. Да, Вань тут играет. Ну, скажи привет всем. Ванюшка, Всем привет. ты молодец, умничка моя. Вань тут играет. Я ему на скотч сделала. Второй прицеп он меня попросил. Вот он, видите, на скотч. Он любит у нас, чтобы что-то длинное было, знаете, как в паровозах. Вот возит домино. Играет пока сам с собой, потому что Настя ушла в магазин в наши ларьки. А я делаю и обед, и тут сразу варю на ужин там. Ваня, бери пальцы изо рта. Угу. Еще даже... Ваня, бери пальцы, некрасиво. Еще ни собаку, ни котов, вообще ничего даже не могу успеть. Чеснок принесла. Ой. Буду потом сейчас свяжу, но не знаю, сейчас, не сейчас, нет пока времени. Грибы мои после ночи. Уже я 2 раза их тут сполоснула. Ну, не сполоснула, а промыла. Еще буду промывать, потому что грузди горькие, их надо чаще промывать. И как можно дольше, чтобы вся вот эта горечь вышла. Варить буду, наверное, уже к вечеру, потому что сейчас и нету времени. Вот у меня тут суп. Картошку только закинула, гороховый. Вот горох там, 2 куска таких ребер. Вот такие хорошие. Посмотрите. Сейчас, Сейчас будет и там басня. у меня это голени. Не знаю, 5 штук, по-моему. Это, знаете, я сегодня на ужин буду делать салат опять вот этот с пекинской капусты. Мы тогда его как-то съели за раз. И Настя... Я смотрю на тебя. И Настя еще просила, и Иванчик еще бы поел. Поэтому вот вчера просила, хозяина ларька Сережу. Я говорю, привези ты мне капусты пекинской. Вот он звонил утром в 9 часов, говорит, это приходи. В общем, привез капусты, яблоки просила тоже, потому что яблоков уже нет у нас. А яблок очень хочется. Но не знаю, дорого, 100 с чем-то килограмм получается. Но и то неизвестно, какие они. Я, знаете, хочу как свои, чтобы они такие мягкие были, сочные и ароматные. Импортные я не хочу. Но он сказал, что это вроде наши какие-то медовые что-то называется. Ну, дорого, блин, это капец. Мы же как ели вот яблоки свои, когда я нарежу целую тарелку, и мы сидим там яблоков 10, наверное, а то иногда и больше. Поэтому что там, 1 килограмм я сразу срежу на 1 раз, и то даже мало будет, наверное. Яблоки мы любим все. Ну, конечно, не хорошие, чтобы были вкусные. Плохие никто не хочет. Такие, знаете, вот молдавские раньше были яблоки. Фу, я вот их вообще не люблю и терпеть не могу. Они такие, как мочалка, да еще не сочные. Фу, как мыло, в общем, я даже не знаю. Но невкусные, короче говоря. Кто их любит, я не понимаю. Так что сегодня у меня в планах чеснок посадить. Я тут вот уже вот столько начистила. Такой вот хороший. Это, который я покупала. Ну, хочу тоже развести. Такой вот чеснок. Это вот, который я покупала. Тут еще своего положила. Но это еще не все. Я сейчас почищу. Ой, не могу достать. Сейчас почищу, посмотрю, сколько всего получится. А то там еще у меня чеснока-то много. Потом еще у мамы я возьму 1 ракомболь. Она вот уже несколько лет все разводит. И знаете, каждый год по одной там прибавляется такой. Ну, ракомболь, наверное, все знают. Это лук, чеснок вместе. Такие, они вроде как чеснок по форме, только у него нет зубчиков. То есть сплошная, вот как у лука. Не знаю, как объяснить, короче говоря. Ну, нет там зубчиков, просто сплошная такая. И пахнет он и луком, и чесноком вместе взятые. И вот она вот одну купила как-то на рынке. И вот каждую осень вот она сажала, потом выкапывала летом, сушила. И потом опять на следующую осень. И вот у нее уже несколько штук. И вот 1 я у нее выпросила, потому что я тоже хочу. У нее же такая привычка. Ну вот, и она мне 1 оставила. Она тоже будет вот его посадить как раз. Но я не знаю, когда я к ней поеду. Сейчас финансы поют романсы, потому что все уже... Ну, в общем, ждем мы деньги тут. И детские, и алименты, и все на свете. Вот. И надо будет закупаться, ехать. И вот к маме надо будет съездить.
потому что тоже у нее пенсия малюсенькая. Хотя бы, может быть, один раз там я съезжу с ней в магазин, хоть куплю и что-нибудь, не знаю. Потому что на такую пенсию, как у нее, вообще невозможно прожить. Если взять еще сколько она таблеток себе покупает, это вообще космос. Поэтому такие вот дела. Что еще хотела сказать? Что банка у меня отколотая тут стоит, странно. Еще вот макароны котам сейчас понесу. Не сейчас, а, наверное, когда уже гулять, ну, на улицу, когда будем выходить. Потому что с ними надо сидеть, потому что сразу миллион котов образуется. И, ну, чужие едят, а эти сидят, на них смотрят, короче говоря. У нас мультики там идут. Ванчик тут все сидит, играет со своими машинками. Белье у меня там на батарее надо тоже снять. Ай, принеси домино. А где она? На кухне. Ну, давай, принеси. Сегодня у нас погода такая хорошая. Смотрите, вот. Ну, правда, тут покажу, где белье висит. Смотрите, какая у меня клен какой красивый. Главное, зеленая сосна стоит и клен. А ты Красота. забивай. Сейчас, Вань, подожди, пожалуйста. И тут вот еще вот этот вот клен наш, который мне вечно, когда ветер, стучит по дому. Вот этот мой маленький клен экспериментальный. Видите, вот он на штамбе, я его пытаюсь сделать. Ну, красиво сегодня на улице. Вот из-за того, что листья такие золотые, солнце на них еще падает, и прям вообще как будто... Прям солнце как будто светит несколько раз ярче. Уже вот у меня на земле тоже листвы, а потом будет столько много, я тачками потом буду возить. Орхидейка моя еще не отцвела, красота такая. Огурцы цветут, все там вот мелкие вон, видите, мелкие огуречки, но они не растут. Змеиное дерево почти тоже все я обрезала, вот чуть-чуть осталось. Так, а я хочу посадить вот чеснок, когда пойдем на улицу. Мам, ты собирай домино. Вань, мне нету времени собирать. И хочу окна помыть. Мы с Настей как-нибудь, не Мам, знаю. собирай. Куда, сюда собирать? Да. Как его? Надо еще москитные сетки убирать. Мы не умеем. Ну, не знаю, в общем. Посмотрим. Может, как-нибудь додумаемся, как там, что откручивать или как, не знаю. Давай, давай. Угу. Посмотрим, не знаю. Но надо их уже убирать, потому что уже, ну, комаров-то нет, что они стоят. И, знаете, вот, как вот машины вот ездили летом, вот, да и сейчас, вот пыль, если летела, вот, когда с дороги. И вот где москитная сетка, там, знаете, даже такие вот, ну, видно прям грязное окно, поэтому надо обязательно на зиму помыть. Все, Ваня, я собрала. Спасибочки. Ой, я сегодня над Ванькой вообще просто смеялась. Лежим мы с ним, утром проснулись, и мы всегда с ним, когда выходные, еще лежим полчасика примерно. И к нам пришел кот. Мы его гладим. Я говорю: Вань, помнишь, как кот у нас появился? Он говорит: помню. Я говорю: ну и как? А он говорит: ну ты сама расскажи. Ну ладно, я говорю. Я говорю: помнишь, говорю, когда мы гуляли, и в елках кто-то пищал? Я говорю: и Настя пошла смотреть. Я говорю: и там был маленький котенок, которого хотели птицы съесть. Он меня такой спрашивает: и съели? Я не могла, я вообще обсмеялась просто. И потом даже с мамой, когда разговаривала по телефону, и то и рассказала, мы еще с ней раз похохотали. Но это только мог Ванька придумать, так сказать. И съели, говорят? Да, съели. Ой, ну и чудак. Мам, и съел кота? Ну, кот же у нас же, как они могли его съесть? Смешной, короче. Да, ну. Вот, так что кот у нас уже 2-й год, наверное, или 2 года. Я вот даже что-то никак не могу вспомнить. Нет, только не 3. Или 2-й год, или 2 года. Что-то в этом роде, короче. Ну, не помню, вот правда. Я помню, что вот в конце лета мы вот его нашли. То ли, по-моему, перед школой как-то. Ну, в общем, сама я не знаю, забыла. Вот. Сейчас он такой вроде поправляется к зиме. Ну, не знаю. Он то поправляется, то опять уменьшается. Ну, это фломастер какой-то. Вон Ваньке как эти татуировки себе делал, как вот некрасиво прям. Сегодня вот я ее как раз по субботам всегда мою. Ну, как следует. Ваня, он там ковыряется со своими игрушечками, да? Вань, машинок туда наберет.
И долго он там сидит, и потом я его мою, и вот как раз все это отмою. Бяку. Сейчас как раз Настя придет, там вкусняшек каких-то он просил, но она что-то ему там купила, не знаю. Палочки. Не, палочки? Ну, я не знаю, сейчас посмотрим. Настя как раз вот пришла, и сейчас Ванчик нам покажет, что ж она там купила. Ну, давай, Ваня. Грибы мы не стали убирать со стола. Фреш-бар купила. Иногда, знаете, так хочется лимонадика, но я ее не просила, это она сама купила. Палочки. А сколько ты купил? Тебе говорил 3 штуки. Не положила. Как, они под низом? Да, уже кончились, что ли? Ну, ладно. Капуста пекинка. Такой хороший качанчик. Ну, смотрите, какая свежак прям. А то бывает такая, знаете, это, как сказать, завявшая такая. Это хорошая. Настя, не с горлом надо пить, а наливать в кружку. Заколебала. Яблоки дальше. Ой, 2 даже, мамочки. Куда ж я столько ее делаю? Тебе кажется, что они маленькие, то... Яблоки пахнут вкусно, но все равно на свои это мало похоже. Как будто импортный. Блин, не знаю. Ну ладно, посмотрим. Если понравится, можно еще будет купить. Здесь не знаю сколько. Еще Настя купила почти на 700 рублей. Такой же сок. Лепешечка. Какая вкусненькая. Настя, положи, пожалуйста. 2 эти, главное, купила. Боже мой, мы объедимся этой пекинкой. Батоны. Ну, это батоны собаки и котам, когда я вечером им делаю с молоком. И молоко, собственно. Ну, это молоко такое, оно невкусное. Это вот котам на блины там или в пюре можно. Я такой Ваньке. Ну, в крайнем случае, вот. Сейчас это, конечно, закончится, у нас хорошее молоко, и придется это ему, потому что я не знаю, когда мы в город тут вообще сможем. И вот такие вот эти, по 26 рублей вот эти, я точно знаю. Блин, их там, главное, 5 миллиграмм какие. Вот 10 грамм всего лишь этих конфеток, 26 рублей стоят. Эти по 13, знаю, сок по 20 с чем-то, батон вообще не знаю почем. А яблоки почем, не знаешь? А пекинг тоже не знаешь? Давай поем. 78? Недорого, нормально. Настюша, Интересно, почем яблоки? Потому что я у него спрашивала. У него еще не было цен, но он говорит 120-130 точно, наверное. Давайте. А Ножик на месте. На зло. Хорошо. Давайте кусать. Настя, я не знаю. Где-то лежит. Так, ладно, пошла я дальше это сейчас убирать. Все, чеснок дальше дочищать. Да. Лук, главное, такой был большой, и вот сколько осталось, то что остальное все уже начало гнить. Ой, как вас столько много здесь, это просто ужас. Настя, ты ходишь с ножиком, хотя бы это поаккуратней. Аккуратно с ножиком, Настя. Прям даже не могу даже. Пальцы у мальца под твоим ножиком, елки-палки. Господи, нафиг. Ладно, я выключаю, надо смотреть, а то это капец.